Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех вас на канале. Надеюсь, меня будет слышно. У нас очень сильный дождь идет и окно открыто. В этом видео я просто хочу с вами поболтать о том о сём. В основном, конечно, это видео для женщин в возрасте 50-60 лет, но не только. Поделюсь своими наблюдениями. Вот я смотрю на своих знакомых и друзей, с которыми мы как-то потерялись, потом благодаря соцсетям нашлись и вот сейчас на связи. Вот одна из них мечтала преподавать иностранный язык и родить от мусульманина. Такие мечты у нее были. Через 40 лет я узнаю, что она добилась этого. Я привожу вам просто примеры для наглядности. Я делюсь наблюдениями. Возможно, кто-то сможет обратить внимание на это. Может, он или она сама такая, и вот вдруг пересмотрит свое отношение к жизни. Так вот, Соня, назовем ее так, как и все остальные мои знакомые, не поменялась вообще никак за вот все это время. Она родила себе ребенка, замуж она не вышла. Каким-то волшебным образом она получила дополнительное образование и преподает в школе иностранный язык, как и мечтала, причем имея проблемы с грамматикой в русском языке и полное отсутствие слуха. И в разговоре я опять вижу ее потребительское отношение ко всему. Она всегда не упускала возможности безвозмездно попользоваться, так сказать, услугами какой-то доброй души, типа меня. Но я умею давать шанс до последнего человеку. Это вот не любовных отношений касается, а жизненных. Но если этот шанс человек не использует, он как личность для меня перестает существовать. Я могу прерывать полностью отношения, могу разговаривать, но будет понятно, что уже все, назад дороги нет. И вот Соне уже под 60, у нее взрослая дочь, а она сама такая же пустая, как и раньше. Нет ни опыта, ни каких-то позитивных изменений. Вот было 2 идеи фикс, она их добилась, жизнь удалась. Возможно, это правильное распределение, естественный отбор, так сказать. Не всем же становиться красивее и умнее. Так вот, как вы думаете, кстати? То, что в 90 лет не обязательно, что ума и опыта будет больше, чем у 20-летнего, мне это давно понятно. Но то, что человек перестает развиваться по собственному желанию, вот до меня как-то медленно доходит. А может, у человека изначально ограниченные жизненные ресурсы. Не знаю, вот пишите свое мнение. Знаете, у меня было вот несколько соседей, я просто за ними наблюдаю. Я их называю скороспелки. Вот такой сорт людей. Милые люди, доброжелательные. Но они все выглядят намного старше своих лет. Дети их сразу после школы идут работать и женятся в раннем возрасте. И вот у них все, появляются уже свои дети, и процесс повторяется. Такой вот жизненный цикл убыстренный у них. Одна знакомая после долгих лет разлуки мне рассказала, что очень любит фотографировать. Я себе представила вот такие красивые ракурсы, освещения на фото, интересные фрагменты. Она много путешествует, и она, как выяснилось, просто щелкает невероятное количество фото везде. Но ей кажется, что это красиво. Ей, я так поняла, видимо, нравится сам процесс, но для меня это странное хобби, потому что женщина имеет художественное образование, но на выходе как бы не создает красоту. Или я понимаю красоту по-другому. У немцев вот это называется просто книпсен. Просто не задумываясь, не ища красоту, фоткать все подряд. Они даже сами признаются, что не умеют фотографировать красиво и вот просто щелкают на память все без разбора. Многое мне иногда в людях странно, поэтому вот лучше всего, конечно, общаться с теми, которые вам интересны, и всегда заниматься собой. Не кого-то переделывать бесконечно, помогать, или раздражаться, например, если вы в ком-то разочаровываетесь. И это не наш путь. Наш путь – понимать себя, ой, какой ливень, и всегда слушать сигналы своего тела. Кто-то любит говорить сердце или души, но в любом случае принимайте решение не головой, а все-таки вот все, что ниже головы, вам подскажет. Некоторые знают, что я увлекаюсь проявлениями характеров по знаку зодиака. Я вижу, что многие как бы версии не сходятся с гороскопными клише. Поэтому я всегда говорю, ориентируйтесь на себя, на веру в свои силы. Потому что если вы будете смотреть
все звездные прогнозы на неделю или месяц, а на небе происходит постоянно какая-то движуха, то кармические узлы какие-то там, ретроградные планеты и так далее. Названия многим, вот кто не в теме, вообще непонятны. И все происходящее в небе влияет на те или иные события разными способами. И все их мы не можем учитывать, так как они настолько разные и настолько все переплетено, что шанс правильно использовать информацию мизерный, если не сказать нулевой. В личном расчете, возможно, будут реально указаны определенные вещи с более точной степенью вероятности для вас. Но если вы хотите думать, что звезды на нас вообще никак не влияют, то вы глубоко ошибаетесь. Я уже даже немного, вот понаблюдав по манере одеваться или просто по поведению человека, вижу практически безошибочно, кто по знаку этот человек. Потому что мне интересно себя проверять, и меня спрашивают, вот по каким параметрам я поняла. Я не анализирую что-то конкретное, я автоматически вижу образ человека. И хочу вам сказать, что если чем-то вы увлекаетесь, ваши навыки, естественно, постепенно оттачиваются. Ну да ладно, суть понятна. Верить в свои силы и знать свои таланты. Сконцентрироваться на себе и заниматься собой прежде всего. Если вы скажете, что уже поздно, никогда ничего не поздно. Улучшать и пробовать новое. И не поздно стать профессионалом своего дела. Вот, например, моя бабушка, она была супер профи в вязании. Она вязала руками, как будто машинкой. И могла связать реально любой очень сложный, вот прям шедевр сделать. Про шантаж чуть-чуть поговорим. Есть знакомые, которые говорят и хотят, и ждут внуков. Вот подгоняя своих детей с этим. Я теоретически готова к внукам. Но, во-первых, у меня еще своих дел навалом, которые мне интересны. И я хочу ими заниматься. Во-вторых, наши дети сами должны знать, когда им заводить детей. И не надо их ни в коем случае подгонять, шантажируя, что вы не вечные, и вам хочется успеть понянчиться с внуками. Когда будут они, тогда и будут. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. И будут они называть меня бабушка, а не по имени. Тема следующая, ума палата. И не надо говорить, что вы все знаете и вам все понятно. Мы вообще мало чего понимаем в этом мире. Вот я буквально вот вчера чистила аквариум, и малек залез в фильтр и чуть не угодил в раковину. Я его поймала и отправила назад в аквариум. Про себя думаю. Вот коротко побывал практически на том свете, не успел ничего понять, его уже вернули обратно. А когда я рыбам сыплю корм, это же для них манна небесная. А когда я, например, там засовываю за водорослями руку в воду, они тоже видят только часть меня, и им ничего не понятно. И их мир очень ограничен, хоть им и хорошо живется. Хотя говорят, что у рыб память короткая, но вот мои наблюдения сеют во мне сомнения. Тема движения. Поехали. Знаете, я это подслушала, разговор в салоне. Есть женщины некоторые, они просто не хотят двигаться. Вот у нас в Германии это происходит. И поэтому им, некоторым, легче не отказывать себе в еде, не двигаться, потому что ей лень ходить. И уже в 65 она усесться, так сказать, в инвалидное кресло и прикатить на маникюр и педикюр, выкуривая там в комфорте по дороге сигарету, или просто сидеть в кресле дома целыми днями, высматривая там в окно, что происходит у соседей, есть и спать. Вот такие у людей приоритеты. Хотя движение – это жизнь. И еще предлагаю всем, особенно нам, кому за 50-60, делать 1 день голодания в неделю. Это поможет нам быть здоровее или совсем здоровыми и оставаться молодыми, и не иметь запах старости. Со мной работала женщина, привлекательная внешне, с невыносимым запахом старости. И голодание, все видео, кстати, в плейлисте голодания, позволит вам не принимать кучу таблеток. От одной таблетки мы имеем множество побочных эффектов. Заглушаете одно, губите другое. Как, знаете, солнцезащитный крем, вот, который якобы нас защищает от солнца. Раньше мы им не пользовались, загорали, и не было такого количества массовых заболеваний раком кожи. О моде чуть-чуть поговорим. Я просто недавно смотрела старые фото. Вы слышали наверняка, а может и сами говорите, что раньше было лучше.
Сначала вот подумайте, повспоминайте, а проще всего посмотрите на свои ранние фото, на фото родителей. Вот я смотрю на фото своих родителей, они прекрасно одеты, и их друзья тоже. А мы посмотрели на фото подруг, и родители, и они сами одеты плохо. Было ли раньше лучше, это все очень относительно. Вот как-то так по жизни получается, что у нас в семье все были модницы, и бабушки, и мама, и я любитель тоже шмоток. И мне казалось, что в Германии недостаточно модные люди как бы ходят, и в других странах европейских. В Ирландии вообще мне мало попадалось хорошо одетых людей, но потом я поняла, что в основном процент модниц примерно одинаковый, наверное. Кто любит одеваться, он одевается, кто нет, тот нет. Вот таких большинство. И судя по фоткам, мне кажется, только в 60-х годах большинство все-таки людей одевались модно. Некоторые за голову хватаются, говоря о 80-х, какая ужасная мода тогда была. В 80-х кто-то выглядел замечательно, модно и очень секси, а кто-то ужасно. И это всегда так было и будет. У кого есть вкус, всегда сумеет красиво одеться. Без разницы, в каком году это было. Вот я, как бы, собственно, о чем. А я слышу, что поздно им красиво одеваться. Фигура уже не та, лицо поплыло. Это вообще несерьезный момент. Я встречаю одну женщину, видимо, она живет рядом со мной. Она такая очень даже в теле, но на нее приятно смотреть. Она ухоженная, модная, вес ей вообще никак не мешает. Поэтому не надо ждать, когда вы похудеете. В любом весе одевайтесь красиво. И когда вам будет за 100, продолжайте это делать. Это дает тонус такой жизни. Каждый день носите украшения, красивые аксессуары, комфортную одежду. Всегда имейте чистые волосы. У меня есть знакомые, вот несколько, я их, если встречаю в городе, они всегда в штанах. Ну да, в Германии очень популярно носить штаны, все женщины обычно в брюках или джинсах. Но при встрече они меняются в лице и начинают мне говорить, что вот они не могут носить платье или юбки. Хотя разговор об этом не шел, но видя меня как бы в платье. Они невольно начинают об этом говорить, потому что тема их это явно волнует. Они очки солнечные не носят по непонятным мне причинам в 35-градусную жару. У них есть возможности, почему они постоянно в штанах и каких-то нелепых футболках или рубашках, которые нужно давно выбросить, загадка. Я вот задумалась и поняла, что я вот соседей со своей улицы ни разу не видела в женственной одежде, женщин я имею в виду, ни разу. Один раз, правда, нет, один раз видела соседку в платье, они ехали на свадьбу. И это платье смотрелось на ней как инородное тело. В нашем городе вообще встречаются женщины в мужских кроссовках, джинсах. И вообще вот полностью вид у них, как будто мужик идет. Я иногда даже присматриваюсь, женщина это или мужчина. Когда ты покупаешь мужскую одежду, майки, рубашки, ботинки, я тоже покупаю в мужском отделе, то на тебе это должно смотреться как мужская одежда на нежной девушке, женщине. Тогда это будет смотреться красиво. Я сама очень люблю мужские вот сумки, украшения, обувь, одежду, очки, но я не превращаюсь при этом в мужика. В магазинах и в онлайн-магазинах полно одежды. В ней можно легко выглядеть прекрасным. Попробовать никогда не поздно. Вот будьте примером для других. Возьмите на себя эту ответственность. Попробуйте. Вы получите удовольствие. Даже просто яркий лак на ногтях может поднять настроение. Но его надо использовать, а не купить и смотреть на флакон и ничего не делать. Я меняюсь, я вот вижу, что я меняюсь, мои предпочтения меняются. Сейчас вообще все проще стало. Раньше я бы не надела серебряные сережки и очки, например, в золотой оправе. Сейчас это можно и выглядит даже более интересно. И разное красивое сочетание принтов. Красиво, не скучно. В общем, я за эксперименты. Я в этом видео, конечно, прыгала с темы на тему, но мы так быстренько прошлись по всем им. Мы все познаем в сравнении и всегда можем что-то поменять, если захочется. Вот пока мы живы, я вот об этом. Я всех вас целую и до новых видео. С вами была Наташа. Подписывайтесь.
на канал.